Так, я приветствую всех. Мы продолжаем, знакомиться с методом построения создания раллийных треков. В первом видео я рассказал о сайте rallymaps.com, где можно посмотреть всякую информацию о маршрутах и чемпионатах различных. И сказал, что в этом видео мы будем знакомиться с одной чудесной тоже программой SAS Planeta, с помощью которой мы сможем подготовить текстуры, спутниковые снимки для нашего будущего, для будущей модели нашего ландшафта, по которому будет проходить маршрут наш параллельный. Итак, нам нужна SAS Planeta. Набираем в проводнике. Так, давайте первую самую ссылку кликнем, что он нам тут пишет. SAS Planeta. SAS Planet – свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения обычных карт, предоставляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, Digital Globe, Космоснимки, Яндекс.Карты, Yahoo Maps, Virtual Earth, там, и так далее. Но в отличие от этих сервисов, все скачанные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их рассматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт, возможно работа с политическим, ландшафтным и так далее. Загрузка карт. В общем, это просто находка для таких людей, которые всем этим занимаются, картографией, моделированием всяким ландшафтным. В общем, потому что до того, как я нашел для себя, открыл эту программу, я, конечно, просто как какой-то древний человек из пещеры, я просто принтскринил экран в Google Maps. И, естественно, это занимало очень много времени, это занимало много сил. Все это приходилось потом еще склеивать в редакторе. В общем, это была катастрофа полная. Но с этой программой все это, уходит в небытие. Значит, нам нужно ее скачать. SAS Planeta скачать. Вот по этой ссылке вроде бы хочется скачать нам программу, но, видите, что-то мы скачали, но это непонятно что. Посмотрим. Какое-то расширение .pl. Я не знаю, я вот уже сегодня проверял эту ссылку и понял, что эта ссылка мне не нужна. Что же нам делать? Очень просто. Закрываем этот сайт. У нас домен, смотрим, ru. Мы зашли на sasgis.ru. Нам сюда не надо, чтобы скачивать. Мы идем вот sasgis.org. Мы переходим вот по этой ссылке. Так, и тоже можно нам даже нужно, я бы сказал, зайти вот на эту кнопочку. И вот здесь, как видите, совсем другое дело. Нормальные есть реальные ссылки. Последнюю стабильную версию можно скачать. Вот пошло всего 20 мегабайт с копейками. У меня уже скачанный архив, поэтому я не буду его сейчас скачивать. Вот, если вы очень великодушный человек, вот вы можете даже задонатить разработчикам. Программа, как сказать, бесплатная, но и авторы ее тоже люди и не откажутся от материальной помощи, как говорится. Так что, смотрите. В общем, программу мы скачали. И что нам теперь делать? У вас есть архив скачанной программы. Вам нужно его просто распаковать. Причем вы его распакуете сразу в то место на жестком диске, на котором у вас она и будет лежать, с тем учетом, что программа будет по мере пользования, она не будет немножко расширять, так сказать, свою территорию, потому что по мере загрузки, естественно, на компьютер, то есть она будет занимать все больше и больше пространства. Но так как снимки имеют сжатие, по-моему, JPEG, то есть они занимают не очень много места. Однако, если вы очень большие территории в итоге будете сохранять, то понадобится кое-какое место. Итак, в общем, вы скачали архив, распаковали, у вас есть теперь папка. Это и есть уже установленная программа по сути. То есть здесь никакого инсталлятора нету, никакого мастера по установке
Реестр, нигде никаких записей тоже нет. Удалять тоже ничего нигде не надо. В панели управления есть удаление программ. Просто скопировали с интернета, распаковали, у вас программа рабочая есть. Вот мы можем на экзешник нажать, и она будет работать. Сейчас она запустится. У нас вот тут есть папочки, кэш, кэш GC, кэш. Это вот те самые кэшированные спутниковые снимки. То есть, как я и, вот видите, как я и почитал в описании программы, что она не просто загружает эти снимки, но она их сохраняет на вашем жестком диске. Если вы пользуетесь обычным сервисом Google Maps, например, пока вы просматриваете, у вас есть файлы в кэше где-то там, да, но как только вы вышли из браузера, то так, да, расширение JPEG и свойства, давайте свойства посмотрим. 256 на 256 должно быть. Так, подробно. Да, то есть каждый кусочек имеет разрешение 256 на 256 пикселей. То есть небольшие кусочки, и весит кусочек один мало, килобайт. Ладно, так, к делу. Итак, вы, значит, скачали программу, можно сказать, установили, запустили экзешник, и вот у нас такая есть карта теперь мира. Немножко об интерфейсе. Значит, вот эта кнопочка у нас, если мы эту выпадающее меню нажимаем, у нас здесь появляются три опции. Кэш, интернет, интернет и кэш. Что это дает? В общем, программа может работать в трех режимах. Когда она подгружает снимки только из кэшированных файлов, то есть она загружает только те снимки, которые у вас уже лежат на винчестере. Это может быть удобно, когда вы, например, уже скачали какую-то область, вы не хотите больше интернет-трафик, чтобы у вас, если у вас, например, интернет какой-нибудь не суперский там, безлимитный, да, если не хотите его транжирить, то вы просто включаете кэш, то есть вы скачали какой-то кусок, да, поверхности, потом просто переключаете кэш, и у вас не будет больше закачиваться вообще с интернета никакие снимки. Только интернет, опять же, понятно, да, только из интернета будет браться информация, и совмещенный, вот это по умолчанию, который включенный, то есть если вы обозреваете какой-то участок территории, который еще не загрузился из интернета, то он будет загружаться, если он доступный. А если кусок уже загруженный, то, естественно, он не будет загружаться в интернет, он будет загружаться у вас из кэша. Так, следующая панелька. Это идет сервис, с которого будет загружаться информация. То есть вот здесь есть Google и различные слои, да, то есть различные, ну, в общем, различные слои, да, Яндекс, Яндекс карты, Спутник и так далее, Nokia карты, там, Bing и так далее. Где-то можно вот переключать, например, я хочу, например, Bing посмотреть, Спутник, вот, видите, другая карта загрузилась. Или, может быть, Яндекс хочу, Яндекс. Яндекс. Вот, Яндекс. Яндекс, Спутник. Спутник Яндекс. То есть, вот эта вот панелька переключает текущий режим, текущий сервис, откуда вы берете информацию. Так, давайте мы найдем нашу локацию. Вот у меня здесь уже отмечен даже трек. Сейчас я его пока удалю, так, чтобы он не смущал. Что бывает еще по поводу, да, вот бывает так, что почему-то для некоторых зумов, вот у нас зум, уровень приближения, он у нас вот слева отображен, вот, лупа, да, больше-меньше. По мере приближения, значит, цифра увеличивается, масштаб, значит, увеличивается и более детальной информация появляется. Но не для всех территорий почему-то доступны все слои. Не знаю, с чем это связано. Вот, то есть, если, например, я переключусь на Bing, давайте спутник Bing, то, как видите, у меня по мере, так сказать, увеличения приближения масштаба, увеличения масштаба, я вижу
нормальные как бы снимки загружаются. Вот. И, то есть постепенно все более детальная карта появляется. Вот. Но, как я говорю, почему-то некоторые сервисы иногда бастуют, не знаю почему. Вот. Не хотят давать адекватные, значит, текущему зуму адекватные, значит, снимки. И плюс, конечно, еще качество, смотрите, то есть я не могу сказать, что вот используйте только карты Bing, например, Bing Maps, или только Яндекс карты, или только Google карты. То есть это все зависит от конкретного местоположения, от версии программы SAS Planeta. Бывает в одной версии, например, участок загружается, в другой версии не загружается. То есть это все смотрите на месте. Вот. То есть нету здесь какого-то правил. Ну, может, оно и есть, конечно, но я как бы не знаю. Ну, да и бог с ним. Ладно, давайте пока в Bing переключимся, чтобы не смущало меня это незаполненная территория. Итак, мы хотим загрузить, значит, нам в кэш снимки нужны для текстур ландшафта. Но сперва, чтобы понять нам, какие нам нужны снимки загрузить, давайте мы что сделаем? Мы посмотрим, во-первых, наш маршрут, и мы его должны отметить. Чтобы нам было легче ориентироваться, давайте мы его отметим. Так, слои. Можно сделать слой, вот, чтобы нас подсветили. Да, вот эта кнопочка, она отвечает за дополнительную информацию. Вот я выбрал Google гибрид. И здесь всякие географические названия, города, населенные пункты, дороги всякие, федерального значения, второстепенные, вот, названия даже трасс, индексы, да. Значит, так, ищем наш трек. Так. Вот у нас где-то здесь начинается. Нам его нужно просто отметить. Так, идем метки, добавить новый путь. Это просто метка, это путь. Левой кнопкой я нажимаю, появляется, значит, точка, вершинка. Правой кнопкой зажимаю, это передвигать саму карту. Я не буду здесь прямо очень точно прицеливаться, ловить там каждую там извилину поворот, да. Мне как бы это ни к чему сейчас. Просто мне нужно выделить сам маршрут, чтобы мне было видно, какую территорию он покрывает. И все. Поэтому здесь можно очень разрешение самого трека делать низкое, то есть буквально вот такие вот широкими шагами, прям шагать. Просто выделяем трек. Я его уже тут наизусть уже запомнил. Ну тут, в принципе, всего-то пару-тройку развилок. Так. Видите, с каждой новой точкой, в каждой точке появляется информация там, о длине маршрута, азимут. Так, вот уже мы близко к финишу. Так, я даже, по-моему, перебрал лишку. Так, давайте сверимся с... Так. Да, вот здесь у нас такая развилка. Это наш финиш. Здесь вот домик, и тут поворот. Так, увлекся я немножко. Так, это ничего, вот эта панелька, она нам управляет. Ну вот, почти 15 километров. Из-за того, что мы срезали очень сильно, получилось, что немножко меньше, чем... Ну, на самом деле там так и есть 15 километров. Так, значит,
Ну и сохраняем, вот, дискету нажимаем. Можем просто вот эту вот использовать информацию. Rallies канале. Так, и название трека давайте тоже сохраним. Так, SS 1013 баллистику. Ну так его я заглавим. Все, здесь можно также выбрать цвет, ширину линии, прозрачность. В общем, готово. Итак, вот мы теперь видим, какую примерно территорию занимает а, наш маршрут. Довольно-таки нехилая территория. Так, и теперь нам нужно скачать снимки на компьютер. Так, давайте мы переключимся с Bing на Google. Я буду с Google сейчас скачивать. Так, чтобы нам было легче ориентироваться, какие кусочки нам... То есть мы будем по прямоугольным областям выделять, а прямоугольную область будем, значит, выравнивать по вот этой сетке. То есть сетка у нас отображает как раз вот эти вот кусочки, то есть снимки. Так, мы можем ввести вот сюда вид перейти, отображать границы изображения. Можем вообще отключить. Нам нужен, так, мы можем сделать текущий активный масштаб, вот 14. Так, 14, 15. Вот давайте 16, да. И теперь идем вот здесь инструмент, операция с выделенной областью. Выбираем это менюшку, заходим, прямоугольную область выбираем. Так. И левой кнопкой мыши выделяем область. Так, сейчас она подумает. Вот, и появляется такое диалоговое окошко операции с выделенной областью. Но мы пока его закроем, мы к нему еще вернемся. Сейчас мы немножко отредактируем нашу выделенную область, потому что она у нас может быть не очень точная, так как мы будем загружать снимки не только для текущего масштаба, а и более... так, это мы удалили. Правой кнопкой перемещаемся. И более крупного масштаба, то есть более детальный, то сделаем вот так вот, приблизим. Как нужно делать? Дело в том, что я не рекомендую вам метиться вот эта вершинка прямо вот в стык. Почему? Потому что если вы немножко переборщите, она у вас уйдет немножко туда, во внешнюю, да, границу, то вот эти вот по границе, по внешней части снимки тоже будут загружаться, но нам этого не нужно. Если чуть-чуть не дошло, то ничего страшного. То есть, если пересекает границы какой-то кусочек, то он будет загружен. Вот, поэтому вот так чуть-чуть не доводить до. Так, сейчас надо посмотреть. Ага, вот здесь, видите, у нас зашло за границу. Поправляем, делаем вот так. Так, готово. И нажимаем вот зеленую галочку. Мы сделали, что хотели. И опять появилось это диалоговое окно. Операция с выделенной области. Здесь есть множество всяких вкладочек. Загрузить, склеить, сформировать, удалить, экспорт, скопировать. Нам пока нужно загрузить. И вот здесь вот есть, что мы можем выбрать. Мы можем выбрать карту слой. Мы оставляем спутник Google. Также мы можем нажать менюшку, и там появится список других сервисов. Но мы оставим как есть. Также тут есть еще дополнительные режимы. Так, и масштабы. Давайте, какие мы будем брать масштабы. Так, мы загрузим. Так, какие у нас есть доступные масштабы? Мы можем это проверить просто приближая до максимально 21 есть. 22 уже нет. То есть вот 21 это самый, наверное, подробный. Самый подробный.
Ну, где-то заканчивая, наверное, 16 или даже 15. Да, 15 давайте. В общем, начиная с 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так, и все, начинаем загружать. Так, я уже предварительно проделал загрузку вот этих необходимых кусков. Если у вас уже кусочки есть в кэше, то, естественно, ничего загружаться уже, ну, нечему будет загружаться, все уже и так загружено. Так, если, естественно, вы первый раз, то, конечно, здесь придется подождать какое-то время, здесь будет всякая информация, сколько файлов загрузить, сколько уже обработано, сколько всего загружено, сколько примерно времени осталось, ну и так далее. И здесь будет шкала показывать процесс. Вот, таким вот образом мы выделяем нужные нам области всего нашего трека, и в итоге у нас будет все необходимые нам кусочки карты. Так, и что теперь мы можем сделать? Так, ну на этом видео мы закончим, потому что иначе оно получится очень длинным и трудно усваиваться будет. Значит, в следующем видео мы будем уже склеивать, сделаем несколько текстур, несколько снимков с различным вот этим масштабом, с различной детализацией для нашей территории. То есть будут несколько с большим масштабом, несколько текстур, несколько файлов, и будет там парочку более крупного масштаба. Вот. Это мы сделаем в следующем видео. Ну а пока спасибо за внимание.